Всем привет! Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации сделала вывод о том, что умения почти половины россиян к 2030 году окажутся невостребованными. Эксперты считают, что под риском автоматизации окажется большая часть сотрудников сфер гостиничного и ресторанного бизнеса, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, а также розничной торговли и добычи полезных ископаемых. Авторы исследования полагают, что решением проблемы может стать введение налога на роботов или переход на 4-дневную рабочую неделю. Таким образом, близится тот день, о котором нам некогда поведал кинематограф. Однако, в отличие от того страшного сценария развития событий, который показан в сиквеле «Терминатор», россиян ждет бескровный вариант победы машин над людьми. Ведь противостояние роботов и людей будет происходить в виде борьбы за рабочие места. Однако, паниковать пока рано. По расчетам экспертов, до судного дня осталось минимум 10 лет. А это достаточное количество времени для того, чтобы оценить ситуацию и принять необходимые меры. Власти уже делают активные шаги по спасению россиян от роботов. С подачи премьер-министра Дмитрия Медведева в правительстве рассматривают возможность введения в России 4-дневной рабочей недели при сохранении заработной платы. Исходя из этого, уже можно сделать как минимум один утешительный вывод о том, что в войне с машинами власть выбрала сторону людей. То, что правительство задумалось об угрозе роботизации еще до появления исследования Академии народного хозяйства, говорит о том, что министры разбираются в этом вопросе даже больше, чем ученые. Однако непонятно, на основании чего, как те, так и другие делали свои выводы. Ведь внешних признаков усиления угрозы роботизации России практически нет. Однако источники информации, на основании которых в правительстве сделали вывод о приближении технологической революции, вполне могут быть засекреченными. Возможно, Дмитрий Анатольевич, как один из героев фильма «Терминатор», был отправлен из будущего в наше время для спасения россиян от машин. Кстати, введение государством скрытой борьбы с угрозой роботизации легко бы объясняло, почему о российских роботах пока мало что известно. В любом случае, сдерживание прогресса, пожалуй, не самый лучший способ защиты от всеобщей роботизации. Самое разумное – вслед за миром измениться самим. У умной техники должны быть умные хозяева. Друзья, а как вы думаете, как спасти Россию от роботизации? Подписывайтесь на канал обо всем с юмором. Спасибо за внимание, пока.